Холодный осенний ветер бил в лицо, и капли дождя стучали по капюшону. Алина, уставшая после тяжелого дежурства в медколледже, шла домой пешком. Метро закрыли на ремонт, автобуса не было видно, а такси — им роскошь для студента. Девушка плотнее закуталась в шарф по правилам, рюкзак и свернула на короткую трапу, проходившую под старым городским мостом. Там редко ходили люди, место считалось мрачным, почти заброшенным, но путь был короче, а сил идти в обход не оставалось. Вдруг она остановилась. Где-то под мостом послышался странный звук, будто кто-то застонал. Алина напряглась, сердце забилось быстрее, она обернулась, вглядываясь в темноту. «Кто-то есть?» — тихо спросила она, но в ответ только шорох ветра и капли дождя, стекающие с ржавых перил. Она уже хотела пойти дальше, как снова услышала тихий, едва различимый стон. Не просто звук, в нем была боль и слабость, будто кто-то умирал. Страх боролся с сочувствием. Вспомнились лекции по первой помощи, слова преподавательницы. Настоящий медик никогда не пройдет мимо страдания. Сжав зубы, Алина достала из кармана фонарик и медленно пошла в сторону звука. Свет выхватил из темноты грязные клочки ткани, а затем силуэт человека, лежащего на мокром бетоне. Это был пожилой мужчина, худой, изможденный, в рваном пальто. Волос испутанный, лицо покрыто грязью и синяками, губы потрескались. Он дышал тяжело, будто каждое движение давалось с трудом. Алина поспешила к нему. «Вы меня слышите?» Она опустилась на колени, быстро проверила пульс, слабый, но есть. «Не волнуйтесь, я сейчас вызову скорую, вы не один». Мужчина с трудом приоткрыл глаза. Они были серо-голубыми, потухшими, но в них на миг мелькнуло удивление, словно он не верил, что кто-то действительно подошел. «Не надо», — прохрипел он, — «все равно. Конец». «Глупости», — твердо сказала Алина, уже набирая 103. «Вы будете жить. Я не позволю вам умереть вот так под мостом, как будто вы никто». Сняв с себя куртку, она укрыла им его плечи, чтобы согреть. Пока ждала скорую, говорила с ним, чтобы он не терял сознание. Рассказывала, как зовут ее, что она студентка, что все будет хорошо. Мужчина молчал, только иногда кивал. Прошло всего 10 минут, но казалось целая вечность. Когда приехали врачи, один из них удивленно посмотрел на Алину. «Вы первые, кто остановился. Его тут уже сутки ищут». Поступал звонок, но когда приехали, никого не нашли. Видимо, он тогда отполз. «Вы ему жизнь спасли?» Алина только кивнула. Она молча наблюдала, как мужчину погрузили на носилки. Он снова взглянул на нее, и в его глазах теперь было что-то другое. Не просто благодарность, надежда. Она не знала, кто он и как сюда попал, но чувствовала, что это была не случайная встреча. Все только начиналось. На следующий день Алина с утра не находила себе места. Ночь почти не спала, но все вспоминала взгляд того мужчины. Серо-голубые глаза, в которых в один миг сменились страх, боль и, наконец, искры надежды. Как он там? Очнулся ли? Жив ли вообще? После лекции она решительно направилась в городскую клинику, куда вчерашним вечером увезли найденного под мостом. Никакой официальной информации у нее не было, но она запомнила имя врача на приеме и попросила передать, что хочет навестить мужчину, которого привезли без документов. У приемной посочувствовали и через 10 минут проводили ее в палату в терапевтическом отделении. Там у окна лежал тот самый человек, выбритый в чистой пижаме, но все такой же худой и уставший. Он посмотрел на нее и еле заметно улыбнулся. «Алина, да?» – прохрипел он. «Я не думал, что вы придете». «Как вы себя чувствуете?» – тихо спросила она, подходя ближе. «Вам лучше?» Он кивнул. На тумбочке стоял стакан с водой, руки дрожали, когда он пытался его взять. Алина помогла. «Спасибо», – прошептал он, – «не за воду, за все». Некоторое время они сидели молча, потом он заговорил сам, без расспросов. «Меня зовут Андрей Павлович. Раньше я был врачом, хирургом. У меня была семья, жена, дочь. Все было, пока однажды их не стало. Авария. Я остался один.
Ни смысла, ни сил. Сперва пил, потом ушел из дома, потом потерял жилье, документы, все, а потом ушел и от себя самого, и вот оказался под мостом. Он говорил спокойно, как будто это было не с ним. Глаза смотрели в точку, но в голосе проскальзывало то, что нельзя подделать — боль, застывшая на много лет. «Я не жалею, что вы меня спасли. Это странно говорить, но вы — первый человек за 10 лет, кто остановился. Все видели и проходили мимо, а вы — нет». Алина не знала, что сказать, но ей и не нужно было говорить, просто слушать. Иногда самое главное. Перед уходом она оставила ему яблоко, пару мандаринов и старенький сборник рассказов Чехова, который всегда носил в рюкзаке. Он улыбнулся, глядя на обложку. «Вы знаете, кем могли бы стать?» — вдруг спросил он. «Кем? Человеком, который меня вернет обратно, в жизнь». Утро следующего дня началось как обычно. Алина умывалась на кухне, готовила себе овсянку и планировала доучить лекцию по фармакологии. Про вчерашний разговор она почти никому не рассказывала, не хотелось слушать. «Да зачем тебе это надо? Все равно таких не спасти». Вдруг громкий звонок в дверь. Она вздрогнула. В это время никто к ней не приходил, особенно вежливо, дважды постучав, как будто не в общагу, а в приемную губернатора. Открыв, Алина опешела. На пороге стояли два солидных человека в деловых пальто и строгих очках. Позади пожилая женщина с мягкими глазами и доброй улыбкой. «Доброе утро! Простите за беспокойство. Вы Алина Сорокина?» — спросил один из мужчин. «Да, а в чем дело?» — растерялась она. «Мы представители господина Андрея Павловича. Он просил лично поблагодарить вас». «Андрей Павлович», — только и смогла произнести она. «С ним все в порядке?» «Более чем», — ответил второй мужчина. «Он чувствует себя лучше, более того, просил передать, что пересмотрел некоторые вещи в своей жизни благодаря вам». Пожилая женщина шагнула вперед. «Он был не просто врачом», — сказала она. «Он основал одну из самых успешных частных клиник в регионе, но после трагедии исчез. Теперь он возвращается и хочет, чтобы вы приняли участие в его новом этапе жизни». Алина не понимала. «Простите, что значит «приняли участие»?» Мужчины переглянулись, и один из них протянул папку. «Завещание. Он просит вас стать одной из наследниц. Его словам, если этот человек может спасти меня, значит, он достоин управлять тем, что я создавал для спасения других». Алина смотрела на них и не могла вымолвить ни слова. Ее сердце грохотало, но вовсе не из-за слов наследства или клиника. В голове крутилась только одна мысль. «Я просто не прошла мимо». Прошла неделя. Андрей Павлович выписался из больницы и настоял на личной встрече. Он пригласил Алину в старый особняк, за городом. Когда-то это было административное здание клиники, которую он сам построил 20 лет назад. Сейчас оно выглядело заброшенным, но внутри все еще чувствовался запах лекарств, деревянных шкафов и чего-то неуловимо важного. Алина вошла в большой кабинет и замерла. На стене висели старые черно-белые фотографии, врачебная команда, открытие первого отделения, портрет улыбающейся девочки лет 6 с огромными глазами. Рядом тот самый Андрей Павлович, только в прошлом, помолодевший, уверенный, с живыми глазами. Теперь он сидел в кожаном кресле у окна, одетый в чистый серый костюм, но уже без былого веса и силы. Все еще хрупкий, но собранный, взгляд твердый. «Заходите, Алиночка, я очень рад, что вы пришли». Она села напротив, немного смущенно. «Я даже не знаю, как себя вести, все это слишком». «Это справедливо», — мягко ответил он. «Вы не представляете, что вы для меня сделали. Я много лет был тенью, жил будто в пустоте, а вы не только спасли мою жизнь, вы вернули меня к себе». Он встал, подошел к массивному сейфу и достал папку. «Это документы, завещание, передача долей в клинике и еще кое-что. Я хочу, чтобы вы не просто были наследницей. Я хочу, чтобы вы стали частью команды, чтобы вы однажды возглавили все это. Не ради бизнеса, ради смысла». Алина смотрела на бумаги и не понимала, как это возможно. Она обычная студентка, а тут целая клиника, миллионы, ответственность. «Но я не готова, я даже еще не закончила колледж». «Именно поэтому вы тот человек, кому я это доверяю», — сказал он тихо, — «не из-за знаний, а из-за сердца».
Он достал ту самую книгу Чехова, которую она подарила ему в больнице, и положил на стол. «Я каждый день читаю по рассказу, и каждый раз вспоминаю ваш голос, вашу решимость. Вы не поняли тогда, но вы вернули мне веру в людей. А вы вернули мне веру в чудо», прошептала Алина. Они посмотрели друг на друга. И в этом взгляде было все — признание, благодарность, связь, которую невозможно описать словами. Прошел месяц, погода была уже весенней, солнце светило ярко, и воздух пах чем-то свежим, и как будто сама жизнь начиналась заново. На фасаде старого здания появилась новая вывеска — «Центр медицинской и социальной помощи им, Андрея Павловича». Алина стояла перед дверью, держа в руках связку ключей. За ее спиной команда молодых врачей-волонтеров, студентов, бывших бездомных, которых удалось устроить на работу. Все, что еще недавно казалось невозможным, стало реальностью. Первым пациентом в этот день был мужчина лет 50. Пахло от него остро, глаза тревожные. Он дрожал и не смотрел никому в лицо. «Добро пожаловать-ка», — сказала Алина, подойдя к нему. «У нас вы в безопасности, у вас начинается новая жизнь». Мужчина поднял глаза. Медленно, неуверенно, в них была боль и робкая надежда, такая же, какая была у Андрея Павловича под мостом. Алина улыбнулась. «Я знаю, как вам страшно, но вы не один». Сзади послышался голос. «Ты хорошо справляешься, дочка, Андрей». Павлович стоял у дверей кабинета. Он редко приходил, больше работал из дома, но сегодня захотел быть рядом. Алина сдержала слезы. «Спасибо, папа». С тех пор она не просто была студенткой, она стала символом перемен. Той, кто не прошел мимо, той, кто спасла одного и изменила судьбы многих. А все началось с грязного, забытого всеми мужчины под холодным мостом.